футболка. Я не могу дышать, мне не видно неба. Ничего себе. Сильно не толкайте, а то Женька свалится. Стоп, время. Смотри, короче, только с сервиса выехал. Видал? Как тебе видок? Я даже в телеге написал, что это последний блог. Я не понимаю, зачем я это снимаю, кому это надо. Попросили меня сыграть это. Не снимай, не выкладывай. 29 ноября, девчонки и мальчишки. Приехала Рейка, но, к сожалению, забрать я ее сегодня не успеваю. Они работают до 2, у меня урок с часу, время 12 практически. В понедельник заберем. В общем-то, это последняя запчасть, которую я ждал. В понедельник я буду забирать Рейку. В понедельник же загоняем машину на большой ремонт. Позвонил Мишке. Как ни пытался у него выпытать, сколько денег я ему буду должен за это все. Там, считай, подрамник надо снять, новую рейку на новый подрамник прикрутить, поменять все солиблоки на подрамнике, на рычагах, на передних. Поменять оба сальника, передний и задний. Передний с этим, со шкивом еще поменять. Поменять стартер, прикинь. И выкинуть стабилизатор. Потому что кубы, в зависимости от комплектухи, идут либо с стабилизатором, либо без. Вот этот куб со стабилизатором, но качает его как будто без стабилизатора. Поэтому нафиг выкидываем его. Я вчера нарисовал упражнение с интересной пульсацией на И. Биты всякие. Сейчас попробую сам сыграть. И буду ждать ученичка. Не снимай, не выкладывай. Футболка пришла из Озона. И на подставку капота штучка такая. Потом поставим. Новая футболка. Оверсайз. Ну и, конечно же, естественно, с прихватом на подворот. А теперь пошли за машинкой. Прокуратура на этот счет может быть свое мнение. Нам могут поручить изъять ваши документы. 30 ноября, девчонки, мальчишки. Завтра машину ставлю в сервис. Вот решил проревизировать все, что у меня тут есть. Так.
Это я сам буду менять потом. Так, это будет Мишка менять. Сейчас подрамник сюда закинем. И завтра с утра я заеду рейку. Сюда тоже докину. Стабилизатор, короче, будем убирать. Просто открутим его и уберем. Потому что на 3 из 4 кубов у меня не было стабилизатора. Такая была комплектуха. Понту от него вообще 0. Что он есть, что его нет. Вот, смотри. Видишь, какая штучка. Вот ее место, где она должна стоять. Так. Вот на морозе эта байда при каждом неловком движении просто рассыпается в хлам. Вот так вот подставил. Не получится. Не знаю, как это сделать. Жду, короче, батька. Сейчас батька подержит капот, я оставлю эту хрень. Я боюсь отпустить, то что он хряпнется. В принципе, держится. Но если что, сейчас будет большой бум. Ну, в общем, вот. Слегка надавил просто на нее. И все. Сейчас осталось только палку туда засунуть. Подержи капот. Поставил эту пластиковую хрень, видишь? Теперь надо палку туда вставить. Вот так вот аккуратненько. Аккуратненько. Придется, наверное, ведешки бахнуть. Ну, они ломаются постоянно, эти штуки, короче, просто. 1 декабря, девчонки и мальчишки. Снега нет, просто вообще нет. И непонятно, когда будет. Такая вот дичь. Я не помню, чтобы вот когда-нибудь так вот такая вот зима была у нас. В принципе, первый день зимы, но все же, даже в прошлом году, в ноябре, уже лежал снег плотничком. Такое вот чудо на колесиках. Тоже что-то ездит, гребет. Так, вон рейка валяется. Забрал. Вот такие собаки прикольные. Они просто там, вон еще одна, короче. Просто спят. И все. Балдеют, короче. Так. Я просто боком встал, поэтому лампочка загорелась. Так, там бензин еще есть, если что. Все, поехали в сервис. Заправляться будем после сервиса. Нафиг. Погода полный трэш. Снега не наблюдается. Зато дождь. А я, самое главное, уже на зимней резине. Понял, да? Так что все тип-топ. Если вдруг снежок выпадет, то я готов. Мчимся в сервис. А вообще надо как-нибудь канистру кинуть в багажник и замерить, сколько здесь резервов. Ну, чтобы уже точно знать и не переживать. Допустим, я понимаю, что у меня еще до хрена там, ну, литров 6 точно есть бензина. Просто когда лампочка горит, она как бы на нервы действует немножечко. Зимний дождик. Прекрасно. Что может быть прекрасней, чем этот зимний дождик? Ну и, собственно, мы пилим в тот сервис, где я проработал 15 лет. Сейчас даже уже и не верится, что это когда-то было. 15 лет с утра до ночи. Первые, наверное, лет, не знаю, 5 вообще без выходных. То есть просто каждый день. Я до этого работал еще в одном сервисе, там тоже без выходных. То есть там нужен тебе день, ты отпрашиваешься. Но пока тебе выходной не нужен, типа день. Такой вот график, короче. То есть никаких выходных, работай. Работай, сынок. Не улыбайся. Я помню, как мне надо было в больницу сгонять. В Челябинск, что ли, куда-то. И я отпрашивался, представляешь, а меня не отпускали. Вот это вообще дичь. Вот. А потом, когда уже лет, наверное, 5 проработал, тогда уже начал немножко борзеть. Выходные себе брать. До сих пор ни одной камеры, ничего. Нищебродский сервис абсолютно. Жилая зона такая, умотанная. Все диваны солидольные, короче. Все, вот как вот он сидел там под машиной. Зашел в эту в столовку. Вот здесь вот в доме столовка. Прям туда сел на этот диван. В этой солидольной форме своей. Вот. И раньше мне казалось, что это норма. В принципе, я так же.
оттуда от верстака отходил, приходил, грел себе жратву и точно так же заваливался на этот диван. А сейчас вот просто вот, я помню, как клиенты приходили, ты ему говоришь, да садись, посиди. А сейчас захожу такой, думаю, блин, а куда тут сесть-то? Сесть-то некуда. Все в солидолах. Ну и зимой холодно. И днем, и ночью темно в этом сервисе. В общем, несмотря на какие-то окна засранные все. Вот эта дверь, которую я зимой не мог открыть, она до сих пор такая же. Вот там вот там вот наметает снега, льда. И все, ее не сдвинуть. Это просто капец. Надо идти постоянно кого-то просить. Или выходить с ломиком долбить. Вот это все отдалбывать. А вот тут вот, где стоит Шкода, это было место нашего мастера Калька. Сейчас не знаю, чья это машина, который умер. Я ушел, и где-то через 2 года у него инсульт случился, он умер, к сожалению. Такой был человек просто. Считай, когда я с Фазанки на практику пришел в станцию техобслуживания, он там работал диагностом. Меня к нему поставили. Он меня там обучал всяким штукам. Было очень круто. Денежкой делился со мной. Я ему изоленту резал, подавал. Он там этим новым русским магнитофончики ставил в 99-е. И так далее. В общем, а потом я мотался по сервисам и сюда пришел. А тут он, оказывается. Я говорю, Колян, возьми меня на работу. Он говорит, конечно, возьму. Куда тебя девать-то? И вот 15 лет. Как с куста. Бабам. Было отдано этому сервису. Я не могу дышать, мне не видно неба. Я не могу понять, был ты или не был. Ветром по волосам, солнце в ладони твоя. Отпускаю в небо, улетает с желтыми листьями. Наше прошлое лето. Ничего себе. В8. Да. Охренеть. Охренеть. Мощно. Деловой какой, проехал. Как мой, прям старый, только короткий. Он только темнее. Не, он серый. Тоже такой же. Да. Ой, передний затонированный. Что они там строят? А там же объездная дорога где-то идет. Так, ну шо, без машины приехал на базу. Когда это было такое? Батек меня подкинул, моя машина. Сейчас, наверное, там ей уже коробку сняли, наверное, не знаю. Так, сейчас быстренько нарисую упражнения для ученика, а сам что-нибудь позанимаюсь. И ученик придет, будет заниматься. Потом батька заедет за мной. Знаешь, какая у меня идея? Во-первых, я сначала хотел... Я не понял, почему я так низко прикрутил этот барабан. Потому что колотушка очень низко стоит. То есть у нее веса не хватает. То есть ее надо вытащить немножечко. Вот. А чтобы ее вытащить, надо этот барабан открутить и прикрутить повыше. Он через пенопласт прикручен, представляешь? А потом я такой думаю... Ну, типа, это такой барабан, который не жалко сверлить вообще. И можно какие-нибудь ноги ему приделать, представляешь? То есть... Взять какие-нибудь деревянные там эти штучки-дрючки, саморезами скрутить из них просто треугольник вот такой и прикрутить его. Мне кажется, будет прикольно его таскать по комнате. Вот, например, вот здесь поставил, заодно наблюдаешь за учеником, ноты прекрасно видно. И сам сидишь вот тут и вкачиваешь. Мне кажется, было бы прикольно. Из этого можно собрать какую-то мини-установку. Например, вместо тома повесить вон тот малый барабан. Прикольно же? Прикольно. Ну шо? Это наш
разогревочный круг, так сказать. А дальше мы будем страдать сегодня 32-ми нотами. Декабря, девчонки и мальчишки. Сегодня второй день, как мой куб в сервисе. И я его планировала сегодня до репетиции забрать. Но не получилось. К сожалению, забрать я смогу его только завтра. Поэтому сегодня я на репе еду непонятно на ком. Такие дела. Ну, чуть-чуть потяжелее. А ты меньше шкаф не мог выбрать? Ну, получается, нет. Сань! Нет, я прохожу. Ну я не держу. А что, Света тут нет? Надо, нет? А зачем? Ну, Уверен? Да. Че, за низ может? Саша, вот перехвати за низ, я подниму. охренеть, вот это шкаф. Все, ага. Пошли. Сильно не толкайте, а то Женька, Женька свалится. Женя сильный. Так, вверх смотри, Женя. Смотри, Женя, вверху. Там, приседай. Не, надо не так, да? Первый был, первый. О, А тут, кстати, чай-то Ты красопед. Блин, да я наливала. не наливал. Красопед. Мало что ли наливала? Вообще не наливал. город Санкт-Ермолин. Одни ларьки, одни ларьки. А раньше это был просто дом. А сейчас все первые этажи в рекламах. Интересно. Едем, короче, забирать Куба спустя 2 дня. Филармония. Концертное объединение. А вот и куранты. Скоро будет звенеть. Елка уже стоит без снега. Сколько время? Почти 12. Пентагон, собственно. Дом Советов. А вот на этих домах, вот на этих, вот на этом, раньше было написано «Мир, труд, май», что-то такое. Помнишь? Помню. Слава партии, слава народу. Во-во-во-во, точно, точно. Там П, С убрали
Или как-то И чё планы было? партии, планы народа убрали. Было так написано. Смотри, короче, только с сервиса выехал. Видал? Вот почему руль был грязный, когда я его покупал. Она из сервисов не вылазила. Сейчас надо будет протирать. Все, короче. Прикол в том, что вот старый стартер, новый стартер не завелся с первого раза. То есть он завелся, когда его к аккумулятору тыкнули. И потом, когда я приехал, сел в машину, начал заводить, он опять не завелся. Короче, это еще интересная будет история. И мы стоим, не знаем, что делать. Я говорю, слушай, ну, тащить ее нельзя, это автомат. Как я на ней поеду вообще? Ну, то есть, если она не заведется, что я буду делать? Он говорит, ну, на тросу притянешь, типа, поменяем стартер. Вот. Батя стоит. Ну, что, поехали? Я говорю, ну, подожди, со стартером же непонятно он. А что тебе непонятно? Что? А я поехал. И убежал, короче, прикинь. У меня в его машине все мои причиндалы со вчерашней репи. Вот он уехал просто, непонятно, куда он уехал, психанул. Мы пока с Мишкой стояли, решали, что нам делать с этим стартером. Менять его обратно или что? Он сел и уехал, короче. Сейчас буду ему звонить, где он. Звоню ему, говорю, ты где? Поехал, говорит, в поликлинику. Я говорю, а у тебя же мои вещи. Точно, говорит. Просто жесть, просто жесть. Мы не можем просто с ним никак. Я стою, значит, глушу, завожу. Мне надо понять, типа, он заведется у меня, когда я заглушу, пойду домой, потом мне надо будет куда-то поехать. Или не заведется. И я стою его туда-сюда гоняю. Он говорит, сейчас спалишь стартер, хватит гонять. Я говорю, я просто пытаюсь понять, когда он опять перестанет заводиться. Говорю, ты что, ну реально. Прямо сейчас здесь на светофоре попробую. Вот заглушил. Крутит он, конечно, как бешеный этот стартер. Просто. Не сказать, вот старый кабанчик лежит. Вообще еле-еле крутил. Чек опять погас. Что происходит в этой машине вообще? Вот через 5 минут езды. Примерно какие у меня руки. Я сейчас всегда угорал с этих сервисов. В промасленных перчатках. Нахрена ты берешься за руль? Никогда не мог понять этого. Ну все, догнал батю, короче, возле поликлиники. Я ему положил подрамник старый, рейку. Там, что еще? Стабилизатор тоже. А у него забрал свои шмотки всякие. Стул там. Стол. Железо там. Сейчас на заправочку нырну и домой. А потом к 5:30 на базу. Чуть пораньше поеду. Урок у меня сегодня. Блин, как офигенно с новой ходовкой и с новой рейкой переезжать через рельсы. Вы даже себе представить не можете. Просто. Вообще офигенно. Даже вот по кочкам еду и вообще ничего. Блин, круто. Все не зря, короче. Все не зря. Как тебе видок? Что, прошло полчасика где-то. Я сбегал домой, перекусил, взял салфеток, чтобы руль протереть. А то это нереально, батек. Нереально, потому что он весь в солидоле. И попробуем. И вот я тебе зуб даю, что оно сейчас не заведется. И нужно было сразу просто стартер этот снимать сразу. Пробуем. Ух ты, блин. Ну ладно, если завтра с утра не заведется, то считай, проехали. Ух ты, зараза. Ну чё, могу сказать, что всю основную грязь я, в принципе, стер руками. Так, в общем, рассказываю. У меня в отложке валялось всего 2 бложика. Я, значит, в понедельник, получается, выпустил 1. Вернее, даже 3. 3 у меня бложика было в отложке. В понедельник я выпустил 1. В четверг должен был другой, и в следующий понедельник другой. А получается, в понедельник я выложил, осталось 2. Выкинул, значит, во вторник утром и вечером еще 1. И все под таким, знаешь, соусом, что это... Я даже в телеге написал, что это последний бложик. Во-первых, он реально последний.
потому что в отложке больше ничего нету. А потом мне просто иногда хочется посмотреть на реакцию подписчиков, вот, и увидеть, что им реально все равно или не все равно. Хочется иногда, понимаешь? Хоть я везде говорю, что я делаю из-за того, что мне это нравится делать. Понимаешь, когда ты видишь, что ты, в принципе, нафиг никому не нужен. 5 человекам, грубо говоря, нужен, которые постоянно пишут в комментах. Больше никому. У тебя падает мотивация, желание, короче, отсутствует вот это все. И почему я за один день выложил 2 бложика, я просто сказал себе, что я больше не буду выпускать бложики. Просто вот такой, знаешь, бывают у меня такие наплывы такого настроения. Типа вот эти 2 сейчас выкину, и все. Я их выкину, но, как ты видишь, я продолжаю снимать. Но пока, вот по состоянию на сегодняшний день, у меня нет желания монтировать. Вообще нету. Понимаешь? Нету. Я снимать могу, я это буду все складировать. Когда я это все сяду монтировать, я понятия не имею. Когда появится желание. Да, я знаю, сейчас напишут опять те же 5 человек, что Санек, не бросай, мы тебя любим, мы любим смотреть. Я прекрасно это все понимаю, понимаешь? Я прекрасно это все понимаю. Но мотивация — это такая штука хитрая. Практически каждый бложик. Я просто сейчас смотрю, сужу по этим просмотрам. Такие же просмотры у меня были 5 лет назад. Потом у меня пошел подъем. Чуть ли я выпускал бложики, они сразу за ночь набирали 1000 и там дальше вперед, короче. А потом хлоп. Я понимаю, что спад этот, он везде есть сейчас спад. Везде абсолютно. Даже на миллионных каналах. Там по 200 тысяч просмотров, хотя подписчиков 5 лямов. Вот где можно застрелиться, это точно. Но я не понимаю. Я не понимаю, зачем мне снимать. Вот на самом деле. Я вот сейчас снимаю, я не понимаю, зачем я это снимаю. Кому это надо? Вот иногда вот такое настроение появляется, короче. Судя по всему, можешь меня даже не поддерживать, потому что это настроение появляется рано или поздно. Но появляется. Представляешь? Хочется просто все бросить. Так или иначе, все равно берется телефон и зачем-то снимается. В общем, хочу тебя посвятить сейчас, что произошло с кубом. 2 полных дня он отстоял в сервисе. Поменяли подрамник, рейку, сайлентблоки, сальник со стороны коробки, болт на шаровой опоре. Короче, что получилось? Масло течет из поддона. Поддон состоит из 2 частей. Ту часть, которую летом мы клеили, ну как летом, в конце осени, приклеивали, в начале осени точнее, она прилипла неплохо. Но этот поддон состоит из 2 частей. То, что делал я, это всего лишь крышка снизу. А он еще, то есть, он достаточно большой. И он отклеился, судя по всему. Я не знаю, короче, течет прям по периметру. Так что будем устранять. Стартер еще был поменен. В общем, за ремонт я отдал 20 тысяч. Плюс за схождение отдал 1,5. В общем, 21 500. Ты знаешь, после такого ремонта хочется выехать и не услышать ничего из переда, ну, чтобы ни одного стука, доносящегося спереди машины. Но, увы и ах. Самое первое, это то, что стартер не издал ни звука. Тот стартер, который контрактный, был поставлен на машину, не издал ни звука. Был запущен с помощью отвертки. Потом приехал я, сел в машину и не смог ее завести. Мы сидели, решали, что с этим делать. Мишка сказал, что это бывает. Типа, просто попробуй поезди. Я говорю, я попробую, но если он не заведется, я что буду делать-то? Он говорит, ну, типа, на трассу привезешь. Для них это все так просто, я понимаю. Ему-то что, он сидит там на работе себе и сидит. У меня тоже начал что-то психовать папсик, что-то начал там исполнять, короче. И я решил, что ладно, попробую. Вот я приехал домой, сходил, покушал, пришел, попробовал завести, все заводится. Потом 2 часа где-то дома проторчал, вышел, все завелось. Будем думать, что все будет хорошо. Но стартер буду возить с собой, старый. В общем, сейчас, пока ехал с сервиса по рельсам, я просто кайфовал, все четко. Но когда я уже поехал по знакомому маршруту от дома сюда, проезжал через рельсы, я услышал, как стучит рейка.
И когда я стоял на светофоре, я попробовал помотать рулем. И могу сказать, что она стучит. То есть ты мотаешь рулем, она делает дын-дын-дын-дын. Это вот контрактная рейка. Но стучит она чуть меньше, чем моя рейка. Так что обратно мою рейку ставить смысла нет. Но это контракт. Это никогда не знаешь, на что ты нарвешься. Даже несмотря на цену. В общем, покатаемся, поездим. Что там еще может стучать? Во-первых, я не поменял, получается, входовки. Что можно было поменять? Поставить, например, новые наконечники на рейку, потом шаровые, потом стойки могут стучать. Я просто сейчас думаю, что может еще стучать. Вот, так как просто поменялись только сайлентблоки и подрамник. Поэтому пытаюсь просто себя успокоить, что отдал 20 тысяч не зря, как бы, понимаешь? Я по своей тупости думал, что сейчас отдам эти 20 тысяч, хрен с ним, сделаю вот этот большой ремонт и не услышу ни одного стука спереди. Но, к сожалению, чтобы не услышать ни одного стука спереди, нужно поменять еще все шаровые, все стойки, все опорные подшипники. Ну и, в принципе, много чего. Поэтому вот так вот как-то стало тише, но стук не ушел. И вот этот вот скрежет, который был, когда, помнишь, я тебе ехал в сад, по дороге ехал, по кривой, и снимал тебе, как там скрежечет что-то под капотом. Этот скрежет вроде бы я пока не услышал. И то хорошо. Не сказать, что я прям доволен, но подрамник гнилой сняли, поставили хороший. Рейку еще можно попробовать подтянуть слегка. Так что понаблюдаем. Так что вот, снимаю чисто по привычке. Просто уже, знаешь, рука тянется к телефону. Но когда я сяду за монтаж, непонятно. Я думаю, пройдет это хандра, все будет хорошо. Вчера на репетиции, короче, придумали песню вот в таком стиле, короче. И попросили меня сыграть это. Просто так, ни с того ни с сего. А я это могу играть только медленно. В общем, теперь у меня стоит супер задача сыграть это в темпе 140, прикинь. Ну, это, по-моему, невыполнимая задача для меня.
просто беспредел какой-то. Короче, все играют эту песню, кроме меня. Я не могу, потому что я не умею играть босанова. И будет, конечно, вообще кринж, если эту песню в этой группе сыграют все, но не я. Я себе это вообще простить, представить даже не могу просто. Не снимай, не выкладывай. Два часа просто проспал, как скотина. Ой, прекрасно. Прекрасно, когда есть место, где можно просто бахнуться и отоспаться. Лайк, подпишись, друг, благодарочка, колокольчик. Я отзанимался с учеником. Вот вопрос, заведется ли оно или нет. И каждый раз это, ну представь сейчас, какая суета начнется, если он не заведется. Пробуем. Фу. Ну и все, завтра последняя проверка с утра, и будем думать, что все хорошо. Так. А сейчас я мчусь домой. Мы занимались двойками уже второй урок подряд. Сейчас прямо на ютубчике включу Вложик Калина. Кстати, не успел к началу, потому что урок у меня был. Вот. Посмотрим. Всем пока. Наверное, до следующего бложика. Пока-пока. Увидимся. Тебя люблю. Ненавижу, ненавижу, ненавижу.